Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня прям такой знаменательный день, потому что я наконец решилась на аквариум. Все есть в экзаменю, я понимала, что все равно очень хочу себя. Сейчас буду выбирать. Пойдемте вместе посмотрим. Прям такой волнительный момент. Я, если честно, аквариумы никогда не держала. Более того, ни родители мои, ни бабушки, ни дедушки тоже не держали никогда аквариумов. То есть это для меня вообще абсолютно новая тема. Я, собственно, вообще не понимаю в рыбах, но я уже который раз подсела, захожу в ваш магазин, и очень хочется аквариум, плюс увидела катариумы, потому что у меня очень много кошек, и мне кажется, это очень классная история про то, чтобы кошечкам было интересно, и мне было красиво, очень хочется интерьер украсить. Но, повторюсь, я вообще не понимаю, мне нужна прям консультация с нуля, что туда класть. Главное, кого туда можно посадить, потому что пожеланий много, но рыбы вроде не все уживаются. И, собственно, другие вот вопросы по фильтрам я тоже, естественно, не знаю. Надо вот прям сейчас собрать. Реально мысль очень крутая с катариумом, потому что даже если кошечек много, особенно если, наоборот, кошечка одна, ей все время нужна какая-то движуха, мы дома не всегда, поэтому в этом случае это действительно очень хороший вариант. А по поводу самого оборудования, которое нам потребуется, тут все относительно несложно. Самое главное, вот в самом начале верно все подобрать. Мы подбираем помимо освещения, да, очевидного, оно у нас будет, мы сейчас подумаем, будем выбирать там живые растения или искусственные, и отталкиваясь от этого подберем освещение. Оно просто тоже бывает разных спектров. Для того, чтобы рыбки у нас жили комфортно и хорошо, нам нужен будет фильтр. Да, и он должен быть обязательно внешний, потому что вот все, что на объем там больше 60-70 литров, все стараемся подбирать уже внешние фильтры, они будут наиболее такие мощные и наиболее подходящие. Ну, плюс ко всему, они место в аквариуме занимать не будут. Вообще отлично. И прям можно в полочке держать. Да. Вот все эти тумбы, да, они именно с расчетом на то, что сюда можно будет спрятать фильтр. При необходимости также сюда можно будет спрятать, например, компрессор. Компрессор – это отдельная такая история, которая дает непосредственно пузырьки воздуха, чтобы рыбки могли дышать и чувствовать себя комфортно. Он у нас будет водичку фильтровать, чтобы она была чистой, и какие-то отходы, да, так или иначе отфильтровывать. А компрессор у нас будет давать пузырьки кислорода, чтобы они могли дышать и вот прям максимально комфортно себя чувствовали. Если не подплывают. Вообще сложно ухаживать за такими? Но как часто надо чистить его? Здесь, по-моему, 120 литров, да, вы говорили? А вот здесь вот чуть побольше, а на 120-130 литров это скорее вот эта вторая модель. Вот это вот самая первая, вот самый такой пробный, который у нас был товарищ. А вот это уже вторая модель, она на 130 литров. Здесь уже даже есть полочки специальные, чтобы котик мог пробраться в свой тоннель. И котик рыженький, как у меня. И котик рыженький, да. Мне кажется, мне больше вот такой подходит, потому что он прям идеально встанет. Ну, по поводу чистки. На самом деле, вот когда не сталкиваешься с аквариумистикой и еще ничего не понятно, очень многие думают, что чистка аквариума, она происходит примерно так. Мы берем аквариум, тащим его в какую-нибудь ванну, мы его выливаем целиком и заливаем, но это все не про нас. На самом деле, чистка аквариума происходит следующим образом. У нас есть отдельное приспособление, которое называется грунточиститель. Это такая трубочка, которую мы засовываем в аквариум. С помощью нее чистим грунт и сливаем часть водички. И вот таким образом часть воды примерно, ну, 1/3, не больше. Мы сливаем один раз в неделю, ну вот, если про большие объемы говорим, да, там раз в 2 недели. То есть здесь раз в неделю надо будет сливать? Да. И не целиком ни в коем случае, а именно вот буквально вот 1/3. Этого будет вполне достаточно и для нас, да, чтобы мы видели, что у нас все красиво и чистенько. И для рыбок этого будет достаточно. Вот 1/3 сливаем и заливаем свежую водичку, либо отстойную, либо там с добавлением специальных кондиционерчиков. А стекла чистить или они их особо не пачкают? Ну, налет какой-то со временем будет появляться, но там тоже, как правило, достаточно вот раз в неделю, прежде чем мы эту водичку будем сливать, мы возьмем специальный скребочек, им поскребем стеклышки с одной стороны, с другой. Все это красиво осядет на дно, и мы грунтоочистителем вместе с водичкой это выльем. То есть там критично сложного ничего не будет. Самое главное, это вот в начале правильно подобрать оборудование, правильно подобрать кондиционеры, освещение и правильно его запустить. Вот, если мы в самом начале сделали все верно, тогда никаких проблем в дальнейшем у нас не возникнет. Отлично. Пойдемте рыбу смотреть теперь. Пойдемте. Надо определиться, это самое сложное. Это самое приятное. Вот от это рыбы. самое приятное, да. Мне вообще нравятся, конечно, какие-то крупные рыбы, но я понимаю, что какой-нибудь там даже золотой рыбки или телескопику
Это единственные два названия, которые я знаю. Но это уже неплохо, это уже Вот, отлично. и, наверное, будет тесновато, поэтому и, ну, их много-то не посадить, а хочется все-таки, чтобы первая мысль, чтобы котам вот реально, как я в роликах видела, как коты там играются, смотрят, все-таки должны быть какие-то активные рыбки, но при этом хотелось бы поярче рыбок. Поярче. Хорошо. Так, ну из вариантов поярче и не золотушек у нас есть на самом деле много. Одни из самых неприхотливых, это, как правило, живородящие рыбки, то есть все, что касается меченосцев, все, что касается пиццилий. Они друг с другом очень похожи, они очень миролюбивые, но при этом выглядят ярко, симпатично. Их можно там на объем 130 литров спокойно посадить несколько стаек, там одной, другой, третий. Есть меченосцы, например, вот такого формата, да, такие красно-белые, очень симпатичные. Мне нравится, красиво. Да, и вот это тоже меченосцы, только трехцветные. И те, и другие, они здесь в юном еще таком формате и небольшого размера, но вообще они вырастают примерно так сантиметров 6-7, вот так. То есть это будет такая среднего размера рыбка, классно, да. яркая, ее будет видно, и с ней можно еще комбинировать кого-то в придачу. К ним же можно посадить пиццилии, которые тоже яркие, они вот тоже принадлежат к живородящим, но они чуть поменьше размера будут, где-то, ну, сантиметра, так, в зависимости от того, какие пиццилии, сантиметра 3, вот примерно в этом формате. А каких-нибудь сомиков не можно, ну, чтобы к стеклу вот это лазил? Да, можно сажать, добавлять? Да, сомиков тоже можно. Значит, из сомиков такая бессмертная классика – это сомики анциструсы, но их прям аквариумисты их беленькие. Знают. Да, они бывают Альбиносы, вот да? беленькие такие, да, они есть золотистые, есть вот такие обычные, но здесь они у нас с вуалью идут такие, тоже симпатично достаточно смотрятся. Это самые вообще миролюбивые товарищи, которые могут быть. Они никогда не конфликтуют ни с кем, в основном вот по стеночкам ползают, по декорациям, по, да, вот деревяшечкам, каким-то коляшкам, которые мы туда поставим, но вырастают при этом где-то сантиметров до 7, иногда до 8, да, там с хвостиком совершенно спокойно. Прикольно. И будут помогать чистить стеклышки. Вот, да, я разнообразят хочу немножко. приспособить, чтобы сразу там рабочая сила внутри была. Это правильно, да, чтобы был такой полноценный А организм. стеклянные, которые, да, я помню, тоже сомики или какие-нибудь стеклянные такие рыбки? Прозрачные Стеклянные абсолютно. сомики, да, вот они, они тоже Они есть. более конфликтные ребята? Нет, они не то что более конфликтные, они скорее более компанейские и более робкие. Вот это очень стайная рыбка. По ней обычно чувствуется, когда ей, например, не хватает большой стаи. Они, как правило, берутся там на такой хороший достаточно объем и достаточно большой стайкой, хотя бы там от 6, от 10 штучек, вот так. Если их брать там по паре, либо там несколько штучек, прям у них по поведению будет видно, что они будут замирать там на одном месте и ждать. Да, и просто ждать, и искать, и надеяться на что-то. Ну, то есть им будет некомфортно. Но в целом на 130 литров, если, например, мы берем стаечку, можем их взять. Единственный вопрос, они не будут чистить стенки. Они будут просто красивые, они не работают, они просто красивые такие. Ну ладно, красиво можно не работать, наверное. На самом деле я сомиков первый раз таких увидела лет 10 назад, и у меня до сих пор они для меня такое впечатление произвели, что это просто прозрачная рыба, у которой видно все. Да. Они очень прикольные. Но да, я бы хотела сомиков с кем-нибудь скомбинировать, потому что если только... Я бы вообще посадила только их, но с точки зрения даже внешнего вида их будет не видно, то есть что-то будет непонятные глаза какие-то плавать. Ну я просто обещала ребенку спросить, я знаю, что нельзя, но скорее, ну мало ли, вот эти лягушечки. А лягушечки это смотря о чем мы говорим. У нас просто есть несколько вариантов Вот лягух. эти вот. Вот тут эти, несколько, да. да, вот эти конкретно, которые мы смотрим, это лягушки шпорцевые. И они очень смешные, они прекрасные, за ними изумительно наблюдать, но есть несколько нюансов. Во-первых, вот здесь они маленькие, но вырастают они вот такие. То есть они достаточно крупные будут. Посадить с ними какую-то мелкую рыбку, это чревато, потому Они что все, сожрут? что... Да, они как минимум будут пытаться, вот, а дальше уже кто поместится в рот, тот поместится. Но как вот питомцы, мы, как правило, им рекомендуем, ну, какой-нибудь отдельный объем, либо там большой объем с большим количеством укрытий. Но в целом можно. Более такой, наверное, безобидный вариант из лягушек, они у нас тоже просто есть. Мы в прошлый раз заехали, моя ошибка была с дочкой приехать сюда, и я ее 40 минут не могла оттащить именно от лягушек. Она просто чуть ли не говорит: мама, пожалуйста, лягушки. Говорю: а дома есть лягушки обычно? Она такая: нет, они не плавают. Это, говорит, голенькие лягушки. Это особенные. Да. Есть вот такие. Вот это вроде как они очень похожи с теми, которые мы смотрели, но вот это не шпорцевые, а именно карликовые золотые лягушечки аквариумные. Вот они
более миролюбивые, и они вырастают, ну, где-то сантиметров, если вот те спокойно сантиметров до 6, вот эти в 2 раза меньше будут, то есть их вот там 2,5-3 сантиметра, вот это вот их прям максимум. И их спокойно совершенно сажают тоже в аквариумы с рыбками. Ага. Да, главное, это просто небольшое количество укрытий им подобрать, чтобы, если что, они там могли спрятаться. Но в целом, вот с теми, кого мы смотрели, например, Они да? нормально будут, да? Да, то есть от меченосцев, если у них будет возможность куда-нибудь в гротик, да, там, либо в колярочку скрыться, спрятаться, в случае чего, мало ли, то все должно быть хорошо. В целом, тех же меченосцев, например, при условии, что мы будем еще, да, заселять живыми растениями, и будет, ну, что тоже создаст небольшой такой момент укрытия, разграничения каких-то зон, можно и со стеклянными сомиками их посадить, они соразмерные и плюс-минус Классно, вот конфликтовать это не прям вообще должны. для меня был бы идеальный вариант, потому что дочка очень хочет лягушек. Зачем-то у нее мало, видимо, лягушек наземных, я не знаю. Вот. А мне очень нравятся сомики, но хочется что-то еще и поярче. То есть получается сомики, меченосцы и вот эти вот штучки. Да, лягушки. да, вполне. Теперь растения. Так, Я хочу хорошо. живые, не хочу вот это искусственных ставить. Хотя я понимаю, прикольно смотрится, но я хочу прям вот, чтобы живое было. Я, Так. в принципе, люблю растения. У меня сейчас очень много дома растений. Хочется, чтобы в аквариуме тоже были всякая травка, что-то похожее на папоротники, вот типа такого какого-то. Ага, так, ну, по растениям, на самом деле, вариантов очень много. Для них самое главное, что мы сейчас будем подбирать такие максимально неприхотливые, прям устойчивые ко всему растения, чтобы можно было прям сильно-сильно о них не думать. Но, как правило, из каких-то обязательных условий, да, там помимо освещения и фильтрации, мы подбираем подходящий грунт. Вот тут у нас лежит, например, природный, да, вот гравий чистый, Мне очень который... нравится, как в аквариумах выглядит как Вот раз. сейчас тогда аналогичный просто подберем, он у нас тоже есть. И он в целом хорошо подходит для укоренения, да, вот таких вот растений, например, как валиснерия. Он фракции примерно 2-5 миллиметров. Это вот такой средний формат, который для высадки растений нам подойдет. Вот. При необходимости туда можно, например, на моменте запуска иногда можно вниз под него класть отдельный такой грунт-подложку, который будет давать питательные вещества. Можно этим не мучиться, не париться, да, можно просто взять вот самые устойчивые растения, как вот валиснерия. Они, кстати, хорошо подойдут в тот объем, то есть они длинные. А как их подпитывать потом? Нужно как-то дополнительное там удобрение? Как вообще, как это делается? Ну, во-первых, их будут подпитывать сами рыбки, то есть они ну, будут понятно. давать какое-то количество отходов, которые растения будут потреблять как удобрение. Так что в этом плане рыбки нам немножко помогут. Но в дальнейшем, например, да, если мы говорим, у нас есть просто отдельные такие в виде таблеточек небольшие подкормки, максимально безопасные для Которые не всего и вредны для рыбкам. всех. Да, да, то есть для рыб, для растений они будут безопасными, но они будут давать некоторую подкормочку. Вот, и их можно будет просто со временем вкапывать в грунт. Если вдруг захочется что-то сильно прям прихотливое, там что-то очень красненькое, да, что требует железа, то там отдельное удобрение всегда можно подобрать, А ну, прям по конкретному травка случаю. такая туда подойдет? Или она сложна для меня будет? Просто травушка по низу. В некоторых местах. Травушку можно попробовать, да, да. Сейчас мы эту уберем, вкопаем обратно, чтобы он не Вы что всплывал. значит, увлеклась растениями? Мне эти растения просто нужны везде. Мне же мало было проблем. Я весь дом Вот. заставила растениями. Еще и аквариум нужен с У меня растениями. точно так же. Раньше у меня не росло ни одно растение. Вот. Теперь их некуда девать. Я Вот, не то понимаю, же что с этим самое. делать. Я не знаю, это какая-то болезнь просто. Это, мне кажется, не лечится. Так что теперь у нас есть Мне два вообще раза вот такие, больше конечно, того, что нравятся, но можно это, вызвать. наверное, посложнее. Вот это все я смотрю, например, на папоротники очень Вот похоже. эти, кстати, я не могу сказать, что посложнее. Вот есть отдельные растения, которые называются криптокарины. Вот это все это криптокарины разных вариаций, разных видов. Их почему-то очень часто недооценивают, но это один из, мне кажется, вообще самых неубиваемых и устойчивых товарищей. То есть они очень хорошо укореняются, они очень хорошо растут, очень стойко переносят какие-то невзгоды, которые возможны. Ну, прям хороший вариант. То есть можно взять что-то вот такого формата, Да, они будет прикольные. симпатично. Из каких вариантов таких достаточно неприхотливых тоже? Есть очень симпотные анубиасы. Они вот из всех перечисленных, да, вот если тех мы можем отнести к таким быстрорастущим видам, вот эти растут очень медленно. И их отличает от всех то, что им нет необходимости укореняться. То есть их можно красиво... вот у нас- Отщипнуть и поставить? Да, я да, поняла, вот. То есть они вот так вот выглядят. Ага, Их я можно поняла. на специальный клей, например, посадить аккуратненько на коряжку, на какой-то гротик искусственный, там, на камень натуральный, все что угодно. И им будет хорошо. Им даже
хуже будет, если мы, наоборот, будем пытаться их копать в грунт, потому что в этом случае корни, ну, Красиво могут тоже начать чувствовать себя не смотрится. очень. Вот эта трава. Да. Нет, трава, которая красиво смотрится здесь тоже. Да, да, тоже, кстати, одна из криптокаринок баланса. И они вот в таком виде остаются достаточно долго. То есть мы их зафиксировали вот так вот красиво, и они там, пока вот еще случится момент, они там разрастутся, еще что-то, это будет очень длительный процесс. Понятно. То есть Ну, если вот эти там придется еще как-то подстегать в процессе, еще что-то, они вот эти будут очень так длительно. Так, что еще у нас есть? Если что-то видно, например, и прям что-то нравится, Не, ну то прикольно. можно Мне уточнить. нравятся все вот эти высокие какие-то такие вот штучки, ну, такого типа. Вот, кстати, кабомба тоже очень сама по себе Потому что вот устойчивая. эти, мне кажется, они будут сильно заслонять, учитывая, что террариум в некоторых местах узкий, если я посажу такие растения, они просто все будут заслонять. Хочется вот что-то такое более легкое, ну, типа такое, такое более легенькое, воздушное. Ну вот очень, вроде как, с одной стороны, похожие немножко варианты. Вот там стоит маяк вдалеке, здесь кабомба. Вот тут, кстати, кабомба даже с цветочком. Скоро будут красиво делать цвести. Вот, красота. И кабомба – это тоже одна из вот таких вот неубиваемых историй. Ее чаще всего берут в качестве, там, когда первый аквариум делают. В моем берут, случае. да, самая активная, потому что она очень хорошо, очень стабильно себя показывает и достаточно быстро растет. Еще надо посмотреть на какие-то укрытия, если для этих лягушечек. Да, да, без проблем. Есть еще вот такие вот неплохие, как кустики такие небольшие. Это симпатичные лимонник очень. карликовый. Он сильно крупным не будет, то есть где-то, ну, вот такого формата. Но при этом он выглядит достаточно естественно. Тоже не могу сказать, что какой-то очень сильно прихотливый по условиям. Вот его можно куда-нибудь там, скажем, на передний план, там ближе вот по бокам. На задний план можно что-нибудь там формата, да, валиснерии, там криптокаринки и кабомбы. И тогда получится, что у нас обзор ничего не закрывает, Да, и в то же мне время нравится такой смотрится вариант. естественно. То есть вот можно вот это взять. Можно в целом попробовать травку леопсис, Ну, просто но мне- она будет немножко более требовательна к себе, то есть, как показывает да? практика, она чуть-чуть, да. Но можно попробовать как вариант. Как вариант все равно Где-нибудь в можно уголке, рассмотреть. посадить, посмотреть, как она отнесется к этому всему. Тут на Понятно. самом деле с этими растениями ровно так же, как с обычными, ты подбирается где-то и в самом начале, когда мы делаем запуск, и пока у нас аквариум живет, растет, Ну, понятно, да, что-то меняется. что-то добавляется, Да, я то есть поняла. это нормальная практика, она так и Ну будет и на самом освещение деле. надо будет подобрать под растения. Да, Мне вот нравится, да. какое там освещение, очень красиво смотрится. Освещение сейчас посмотрим, есть ли у нас конкретно вот такие светильники, вот именно на нужную нам длину. Ну, это мы сейчас подберем, хорошо. Так, из того, что нам еще потребуется, да, вот с растениями, с грунтом мы определились. Теперь самое время нам подобрать фильтрацию. Ну, фильтров достаточно много. Мы, как правило, подбираем немножко все-таки с запасом. В целом, как вариант, мы можем взять от компании Сичи, например. Вот такую вот историю. А как часто там что-то менять надо в нем? В нем очень нечасто на самом деле. Тут это тоже основное удобство, если мы говорим про внешние какие-то фильтры. Вот внутренние фильтры, все, которые помещаются непосредственно в сам аквариум, маленькие, да, их нужно чистить примерно раз где-то в месяц точно. А вот такого формата фильтры, они чистятся по мере необходимости. Как правило, эта необходимость возникает раз в 4, раз в 5, раз в 6 месяцев, если у нас нет перебора по рыбе. А где у него эти находятся фильтры, чтобы сразу понимать? Да, они на заклепочках, соответственно, мы открываем. Вот здесь у нас будут присоединяться как раз два шланга, которые будут идти в аквариум. Через один водичка будет спускаться в фильтр, через второй будет подниматься наверх, обратно уже чистая, красивая, замечательная. Это Так. вот как там было, что оно сливалось так красивенько, да, из чаши? Да, да, да. А вот сливалась она красиво еще из специальной такой стеклянной трубочки. Мне очень для понравилось, вывода воды. красиво выглядит. Да, да, но они как? Они обычно не идут в комплекте с фильтром, они подбираются Я как поняла. отдельный аксессуар, но в целом почему бы нет? Мы тоже их очень любим. Так, соответственно, касаемо внешнего фильтра, устройство у нас следующее. Вот здесь у нас голова, где есть насос, который будет качать активно водичку. А это у нас, ну, непосредственно отдельные корзиночки с фильтрующим материалом.
То есть там у нас будут всякие губочки, там у нас будут всякие... Даже их только чистить надо там где-то раз в Да, месяц, да. Вот да, даже не раз в месяц, а где-то раз в месяцев 5. Вот так вот. Раз в вообще месяцев понятно. 5 мы открываем фильтр и промываем их в водичке, которую мы из аквариума слили. То есть под краном не промываем, только вот непосредственно в той водичке, которую сливали. Это важно, чтобы у нас полезные бактерии, которые у нас там со временем образуются, не терялись. Ага, поняла. А во всех остальных случаях он просто стоит, работает и радует нас, но мы его никак не трогаем, вот, только делаем частичную подмену где-то вот раз в недельку, раз в 2 недельки. Хорошо, Этого поняла. нам будет достаточно. Соответственно, если мы говорим про еще какое-то, да, дополнительное оборудование, со воздух, всеми... там вот этот пузырики, которые... Вот, да. Со всеми внешними фильтрами у нас ситуация одна и та же. Они хорошо чистят воду, но аэрации как таковой не дают. Компрессор можем подобрать, ну, скажем, Они тоже подбираются под размер, я так понимаю, да? под объем аквариума. Как правило, хорош вот такой вариант. У него там есть регулировка мощности, да, то есть можно отрегулировать непосредственно, какое количество пузыречков нам нужно, не нужно. Вот от этого компрессора в сам аквариум у нас будут вести, вот он компрессор. И трубочка тоже должна быть какая-то. Да. У нас будет трубочка, которая будет надеваться сюда. Соответственно, на другом конце этой трубочки будет распылитель. То есть это такой камушек, через который у нас будут идти пузырьки. И сам вот этот вот распылитель мы помещаем внутрь аквариума. Там тоже можно сделать разные всякие композиции. Иногда они бывают декорированные, эти распылители. Иногда можно просто взять обычный распылитель, но положить его там какой-нибудь, вот если есть такие продолговатые длинненькие, вдоль стены его можно положить, и пузырьки будут идти вдоль стены. Прикольно. И тоже это будет красиво, интересно. Это, мне кажется, да. сбывается просто моя детская мечта. Так нравится. В моем детстве еще были такие модные, но это у нас, естественно, такого не было, такие стены, в которых пузырьки идут. Такие залипательные. Это вот все шансы, чтобы предварить все это в жизни, они есть. Вот, так что компрессор, с ним, ну, как правило, все достаточно просто. Отдельно мы сейчас подберем трубочку, подберем распылитель. Освещение мы подберем, соответственно, такого же формата, как вот мы смотрели как раз на том красивом красном аквариуме. То есть оно у нас будет крепиться на кронштейнах по бокам, и сверху красиво нам будет освещать Он все, так что какой-то есть. полный спектр, да, я так понимаю, что он и для рыбы подходит, и для, для Вообще, растений. да, вообще, если мы смотрим, например, на светильнички, могу вот даже показать, что я имею в виду, они все в основном очень разные. И по форматам, и по цене, и по мощности, но у них на всех, как правило, есть какие-то, ну вот отдельные пометочки, да. Если, например, мы видим пометку «Plant», то это значит, что это освещение будет такое чуть более холодное, но при этом оно будет именно подходить для выращивания живых растений. То есть для живых растений оно будет подходить максимально. И есть там просто освещение не «Plant», например, а «Sunny». Оно будет более теплого формата, имитирующего такой солнечный свет, но при этом чуть меньше будет подходить для растений. Понятно. Вот мы подберем конкретно тот, который нам нужен, чтобы всех вырастить. Из моментов основных для запуска нам потребуется в любом случае 2 кондиционера. Один для подготовки водопроводной воды. Там, как правило, содержатся, да, всякие тяжелые металлы, всякие хлоры. То есть, ну, куча всякой неполезной для рыбы штуки, которую нам нужно удалить. Удалить ее мы можем вот 2 способами. Либо мы несколько дней отстаиваем воду в каких-нибудь тазах, чтобы прям была площадь соприкосновения с воздухом большая, и после этого мы вот эти все тазы красиво заливаем в аквариум. Вот. И этот процесс мы проделываем и там в момент запуска, и в момент подмены воды. Но это исключительно неудобный вариант, вот прям исключительно неудобный, потому что отстаивать все эти тазы, ну, крайне сложно. Поэтому мы, чтобы воду не отстаивать, мы используем вот такие кондиционеры. То есть налили воду из-под крана, сразу залили туда нужное количество кондиционера, немножко размешали, все, и считаем, что какие-то вот эти вот основные вредные, неполезные штуки из водички у нас уже убраны. Понятно. Как бы в рыбку они мешать не будут. Также мы добавляем на момент запуска вот такие. Значит, что это такое? Это полезные бактерии, которые в аквариуме вообще, да, в норме появляются
Ну вот с момента запуска, когда мы залили водичку, поставили грунт, растения, у нас работает фильтр. Спустя какое-то время, примерно через 2 недельки, появляются полезные бактерии в грунте, на фильтре, которые помогают воду очищать. Вот, чтобы не ждать эти 2 недели, да, а сразу мы залили водичку, залили кондиционеры, и спустя какое-то время посадили туда рыбку. Мы добавляем эти бактерии сразу. Вот здесь еще хорошо, ну вот это, скорее всего, возьмем, потому что здесь еще есть отдельная ампулка, чтобы снижать там всякие аммиаки, которые могут вскипнуть. А вот это что за кристальная вода, чтобы очищать воду как-то? А это, скажем, это для отдельных случаев. Вот, то есть иногда бывает, что если берем какой-нибудь грунт прям очень-очень мелкий какой-нибудь песочек, он не сразу, например, может ложиться на дно и какое-то время водичка мутная. Вот в этом случае такие кондиционеры связывают их в более крупные частички и, соответственно, воду таким образом очищают. Их вот используют не каждый раз, да, не каждую, не при подмене воды, а вот только по мере необходимости, то есть когда это действительно нужно. А вот эти вот варианты, да, либо вот так, либо вот так, их используют непосредственно и в моменты запуска, и в моменты уже, когда осуществляются подмены. А это тоже не надо? Это тоже, да, это тоже надо. Это наборы тестов для воды. То есть здесь по ним мы можем протестировать водичку из нашего аквариума в любой момент, потому что там тестов много, они сильные достаточно по объему. То есть это не на один раз измерить, да, кислотность и измерить жесткость воды, а это прям на очень большое количество измерений. Почему это важно? Когда в какой-то момент вроде как все сделали правильно, растения высадили, все подобрали, начинают погибать растения, либо начинает заболевать рыбка, то есть что-то вот такое. Иногда оно все равно случается, даже если у нас все подобрано, сделано идеально. Вот для того, чтобы понять, в чем причина, мы в первую очередь делаем тесты. Это может быть очень по-разному. Иногда мы замечаем, что осенью, например, рыбка может чувствовать себя как-то хуже и подзаболеть. Депрессию ловить, как все. Депрессию ловить, да, но плюс ко всему там просто еще меняется состав воды водопроводный, вот, и у них чуть-чуть начинает снижаться, падать иммунитет, то есть такой момент тоже есть. Короче, чтобы все вот эти моменты прям можно было максимально отслеживать, мы берем, делаем тесты и уже от них отталкиваемся. Если видим, что что-то не так, то корректируем вот прям конкретную какую-то проблему. Но учитывая, что у меня это первый аквариум будет, то мне без этого вообще никак. Я внешне никак не сориентируюсь, что вообще происходит. Ладно, в целом все понятно. Осталось все собрать.